Здравствуйте! Добро пожаловать на канал About Animals. Это никогда не было идеальным местом для проживания горного льва. Он был заперт среди кучи цирковой атрибутики, наполненной ржавчиной. Вы можете видеть неблагоприятное воздействие его плена на его тело, он ниже и тоньше большинства себе подобных. Его глаза также говорят о том, какой одинокой и разрушительной была его жизнь. Дикие животные запрещены в цирках в Перу, и похитители Муфасы явно нарушили эти законы. Им это сошло с рук, когда они приковали бедное животное цепью к кузову своего грузовика, переезжая из деревни в деревню, чтобы продолжить свое цирковое представление. Это продолжалось в течение 20 лет, пока местные власти не совершили набег на цирк. Международная организация по защите животных, АДИ, должна была освободить Муфасу во время операции. Организация заявила, что получила наводку от человека о том, что цирк держит дикое животное в качестве невольника для своего шоу. Они сообщили текущее местонахождение бродячего цирка в изолированной деревне на севере Перу, и АДИ и правоохранительные органы немедленно выехали в этот район. Между цирком и властями потребовалось 8-часовое противостояние, чтобы освободить горного льва. Они забрали его из этого грузовика, вместе с сдавшимся кондором, и спасли его, которое считалось последним диким животным, жившим когда-либо было в цирке в Южной Америке. Ади запечатлел трогательный момент, когда Муфасу освободили от цепей. С него срезали путы, и он с удивлением почувствовал себя свободным, по крайней мере, от пут, в которых был, и огляделся. Он встал, потянулся и обошел клетку, которая должна была перевести его в перуанский лес на заслуженную пенсию. Это был долгий путь, часы пути по суше, независимо от погоды, но это того стоило. В тот момент, когда они открыли дверь его клетки в его новый дом, вы могли почувствовать, что Муфаса не был знаком с его окружением в хорошем смысле. Это волшебно видеть, как он перемещается между деревьями в своем собственном охраняемом лесу, сказал Inside Edition Ян Кример, президент организации Animal Defenders International. Президент АДИ также попросил людей сделать пожертвования на нужды Муфасы. Муфаса был вырван из дикой природы, он пережил наихудшую из возможных жизней и нуждается в особом уходе, поэтому я надеюсь, что люди помогут нам подарить ему прекрасную пенсию. Сделав сегодня пожертвование, добавил Кример. К сожалению, Муфаса скончался через несколько месяцев после того, как его спасли. Его медицинские осмотры показали, что он страдал почечной недостаточностью и другими возрастными заболеваниями из-за того, что жил в цирке. Может быть грустно, что он не так долго наслаждался своей свободой, но Ади поделился, что это намного лучше, чем отсутствие свободы вообще. Это более яркий способ выразить это, и я надеюсь, что Муфасе понравилось это короткое, но приятное время в лесу. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.